Все, жизнь вся прошла. Мне уже далеко не 18. Я уже все. Ну, могли что ли подождать чуть-чуть. Или раньше, или позже. Жизнь только начинается. Начинается только самое интересное. Когда действительно у тебя просто вот эмоции, жизнь тебя бьет ключом. Попрыгать, покричать, выплеснуть, песни попеть, это очень здорово. Бывает просто хочется посидеть дома с друзьями, с подружками, с родными, близкими, попить чай с тортиком. Все по-разному реагируют на свои день рождения. Тебе остается только учиться, играть, кушать и спать. Кока-кола, батончик протеиновый и чокопай. Я сидела и рыдала просто в тряпочку, потому что это было очень приятно, правда. Вот такая вот огромная копия меня, картонный, где я стою такая вот. Какой самый оригинальный подарок вы получали? В плане оригинальности, я получала много всяких нужных подарков, прикольных, там, оригинальные. Не то, что прям совсем, но это был такой приятный, неожиданный. Мне на Новый год муж подарил тетрис из детства. Наверное, это оригинально, да, потому что... Сейчас, конечно, они немножко не такие, как были, но все равно это было очень забавно, потому что такая определенная ностальгия, было прикольно. Я играла первое время, сейчас что-то забросила. Учитывая двух моих друзей со школы, это было безумно весело. Обмениваться дошираками или петардами в банке, это было... Да, зрелищно в любом случае. Но помню, я как-то получил от них набор. Там была кока-кола, батончики, чокопай. Вот, 3 как раз предмета и было. Кока-кола, батончик протеиновый и чокопай. От кока-колы там было одно название, это была минералка с соевым соусом. Батончик, он был с майонезом. Перемешку зубной пасты, а в чокопай они напихали пластиковых пулек 6 мм внутрь. Так что я этот набор сохранил потом, и потом накормил их на 1 апреля. Это было бесподобно. Самый оригинальный подарок – это когда тебе ничего не дарят, наверное. На самом деле, если так подумать, порассуждать... Не знаю, можно ли назвать это оригинальным, просто мне было очень-очень приятно, когда я сидела, я уже ничего не ждала. Просто мой родной, любимый, близкий человек пришел с букетом цветов, с классными дорогими подарочками, там наушники были, часы электронные на руку. То есть дело даже не в цене подарка, а в том, что как этот человек преподнес, как он отнесся к этому с любовью, с вниманием. Я очень люблю подарки своими руками. И один раз друг мне подарил распечатанную версию меня в мой рост. Вот такая вот огромная копия меня, картонный, где я стою такая вот. Очень мне понравился этот подарок. Поэтому... Это самый необычный подарок, который мне дарили. Причем я была очень удивлена, когда я вижу, что вот картонный я передо мной. Очень интересно. Это же, конечно, телефон. Я думаю, все рады его получать. Наверное, это поездка в Санкт-Петербург. На свой день рождения родители подарили мне путевку в одну из гостиниц Санкт-Петербурга. Для меня это была давняя мечта побывать в городе на Неве, в городе царей, в городе, который основал Петр I. И для меня это было огромной неожиданностью, когда на свой день рождения я узнаю, что завтра я еду в Санкт-Петербург. Прям таких оригинальных подарков не было. Обычные подарки. Деньги, косметика, мягкие игрушки, цветочки. Вспомнить бы еще, какие подарки мне дарили. Стихотворение.
Самый оригинальный подарок — стихотворение, честно. Мне на мое 17-летие подруга, моя самая близкая, самая единственная, вообще обожаю ее, она мне написала стихотворение. Я сидела и рыдала просто в тряпочку, потому что это было очень приятно, правда. У меня даже сейчас немножечко глазки. Слезы наворачиваются на глаза, потому что это было неожиданно, это было прекрасно. Мне понравилось. То есть у нас сейчас такая дружба на расстоянии, как бы, и у нее... Она не смогла мне тогда подарить какой-то материальный такой подарок, потому что мы живем достаточно далеко друг от друга на данный момент. Вот, и она мне написала стихотворение. Это было прекрасно. Как вы отмечаете свой день рождения? Ну, тут уже, наверное, как-то так повелось уже довольно давно, что в основном день рождения мы отмечаем. Дело в том, что у меня и у дочери разница в днях рождения буквально 2 дня. Поэтому так повелось уже, хоть и дочь уже замужем, но день рождения мы в основном всегда отмечаем вместе, в кругу семьи, друзей, в том числе друзей моей дочери, нашей дочери, сына и так далее. То есть в основном это день рождения в кругу друзей, близких и родных. В основном стараемся на природе, учитывая, что день рождения у нас летом, самый разгар лета в июле, мы стараемся его проводить все-таки на природе и в кругу самых близких и родных. Знаете, я как-то его никак не отмечаю. Есть он день и есть он день. Не то, что прям совсем никак не отмечаю. Конечно, покупаю торт. Конечно, у меня там какие-то вкусняшки. В прошлом году я, например, заказывала. Позапрошлом сама все готовила. То есть я прекрасно сама могу приготовить какие-то вкусные изделия. Но, тем не менее, какие-то там гулянки, тусовки, не знаю, я это никогда не любила. В плане того, чтобы там прям день рождения отмечать. Нет, ходить на такие мероприятия я люблю. Дарить подарки я люблю. А вот самой тусоваться, гулять, что ой, ля-ля, у меня там днюха, нет, я такое нет. В этом году, например, я день рождения провела в роддоме. Так сложилось, так получилось, что день рождения у меня 2 марта, а дочь у меня родилась 1 марта. И как-то я день рождения свой не особо-то и почувствовала, кушая утреннюю кашу больничную, да, супчики и так далее, и считая лялечка у меня. И поздравлений было очень много, конечно, да, такие вот фанфары, что и там, и тут, праздник за праздником, и выписались мы еще 8 марта. Так что, как говорится, в следующем году будем гулять всю неделю, наверное, как и на Новый год. Новый год я тоже очень сильно люблю праздник, да, то есть там как начинаешь с 30-го, так и заканчиваешь к середине января. На самом деле, я пока не так много раз отмечала свой день рождения, и каждый раз это было что-то другое, что-то разное. То есть где-то это домой приглашали друзей, где-то это в кафешку, где-то в кино все вместе ходили, то есть с друзьями, да. Вот, допустим, последний свой день рождения мы переехали с семьей в новый город, и так как я пока еще здесь никого не знала, я просто поехала в центр города, погуляла одна, походила по центральной площади, по набережной. Покушала тортика, меня поздравили все в социальных сетях, то есть, вот так. Пока в этом нет никакого постоянства в отмечании дня рождения, но единственное, что должно быть всегда, это торт. Я очень люблю кушать сладкое, и торт — это, естественно, что-то на божественном. Поэтому какой бы день рождения у меня ни был, у меня обязательно должен быть торт. Без него никуда. С каждым годом все больше и больше меняются предпочтения. И с каждым годом, грубо говоря, так скажем, по-разному отмечаю. Бывает какой-то праздник, на самом деле, огромный устраиваю. Бывает просто
Хочется посидеть дома с друзьями, с подружками, с родными, близкими, попить чай с тортиком. Отмечаю все же больше в кругу семьи. Я собираю, то есть стол родители, родственники, какие-то близкие люди. Ну и все. Лучший, наверное, день рождения, который у меня был, это в период самоизоляции. Я заказал себе кусочек чизкейка и заварил себе кофе. Звучит очень грустно, но это было очень приятно. Не люблю праздновать день рождения, и вот этот день рождения был лучшим. Я его отмечаю либо в очень скромной обстановке с очень близкими людьми, либо вообще не отмечаю, не люблю. Я отмечаю в кругу близких, то есть друзья, любимый человек, бабушка, дядя. Иногда, когда приезжают дальние родственники, тоже иногда с ними отмечаю. Утром я сижу вообще с родственниками, с бабушкой, с дядей дома, тортик, а вечером я иду с друзьями на улицу, и мы проводим остаток дня, вечера в компании около речки за костром. Сейчас взрослая жизнь вносит свои коррективы различные, но вообще я очень люблю день рождения свой, очень люблю его отмечать, очень люблю атмосферу праздника. Обычно стараюсь пойти на какое-то мероприятие, классный концерт, чтобы было приятно вообще душе, как-то попрыгать, покричать, выплеснуться, песни попеть. Это очень здорово. Могу, в принципе, одна даже пойти, меня, то есть это вообще не парит, но с хорошей компанией тоже очень-очень классно. Свой день рождения я отмечаю, воя на Луну. Я с каждым годом понимаю, что мне все грустнее и грустнее справлять свой день рождения, но я всегда справляю так. Я всегда зову людей, своих близких людей, и мы вместе сидим с ними. Либо это в ресторане происходит, либо у меня дома, я заказываю еду. Поэтому для меня главное провести день рождения в кругу моих друзей, моих близких. Поэтому всегда так делала, всегда так будет. И надеюсь, что да, у меня будут еще друзья, чтобы справлять с ними день рождения. Какой самый прекрасный возраст, на ваш взгляд, и почему? На мой взгляд, с 16 до 20 лет, до 22, может быть, потому что какое-то беззаботное время. До 18 вообще особо сильной ответственности нет, ее особо не чувствуешь, тебе вообще все равно. Там дальше, конечно, побольше ответственности. А после 20 лет уже идет хорошая такая ответственность за работу, за самого себя. Да и, в принципе, ответственность на человеке есть всегда. Но просто с 16 до 18 лет примерно ты об этом совсем не думаешь. Я считаю, самый лучший возраст – это 45 лет. Потому что, как говорится, мне опять 45, баба ягодка опять. Ну и, в принципе, вроде некоторые люди, которым 45, вроде они думают, что жизнь, все, ты старый, жизнь скоро закончится. Но жизнь-то только начинается. Начинается только самое интересное. На мой взгляд, любой возраст прекрасен. Каждый год чем-то отличается от другого. Все возраста, они прекрасны по-своему. В юношестве, в детстве, более в старшем возрасте, даже в старости. То есть везде есть свои плюсы. Может, кто-то и не согласен с тем, да, считает, какая хорошая юность была, там можно было то, сё сделать и так далее. Но в любом возрасте есть свои плюсы. Люди, научитесь это видеть. И тогда ваш мир внутренний станет намного обширнее, намного вам станет комфортнее с самим собой, и не будет никакой депрессии. Потому что многие же впадают в депрессию. Мне там 55 лет стукнуло. Женщина, да, например, такая.
Все, жизнь вся прошла. Мне уже далеко не 18. Я уже все. Либо мужчина, да, ему там 65, он такой, все. Например, его на пенсию отправили. О, тема. На пенсию отправили, все, человек загибается. Как будто бы его помирать отправили. Но жизнь только продолжается. Это новый этап. Его нужно принять, его нужно оценить, и по нему нужно просто шагать дальше. Это что значит? Закончили институт, да, получили диплом. Ну вот как-то вот хорошо быть в студенчестве, да, то есть много что можно вспомнить, да, такой период очень классный. Но тут наступает эра поиска работы по специальности, и, например, ты ее найти не можешь, все, у человека начинается, возможно, депрессия, либо он идет каким-то продавцом в Эльдорадо. Все. 6 лет учился, высшее образование получил, по профессии не устроился, зато в Эльдорадо работает. Одел футболочку такой и ходит. Все. Да, то есть здесь тоже можно сказать, что, капец, возраст помешал. Нет, я считаю, что каждый возраст, он по-своему прекрасен. Ну, я не так много позже, мне чуть за 20. Но, на мой взгляд, лучшее время – это 16 лет, где-то в этом диапазоне. Дел еще немного, физически уже можно многое себе позволять. Вот. Да и все, вообще все доступно. Ты живешь уже спокойно. Не надо думать, заботиться вообще почти ни о чем, кроме того, чтобы ты выжил и вернулся домой вовремя. И то можно было договориться. Да, все-таки 16 лет, там ты можешь делать в этом возрасте что хочешь. Вообще. У тебя нет еще ни груза ответственности. Да, кто скажет, энергия, время, нет денег. С 16 лет, у нас можно работать с 14, с 16 лет берут охотно. Всегда можно найти работу, чтобы заработать денег. Я очень скучаю по детству, прям такому юному детству, поэтому я считаю, что для меня самый лучший возраст – это лет 5. Когда ты просто ходишь в садик, у тебя дома родители, которые тебя любят, ты еще такой ребенок, о тебе заботится, с тобой ухаживают. Вот. Ты просто ребенок, который сидишь в комнате, играешь, у тебя нет никаких серьезных проблем. Поэтому вот лет 5 для меня точно это лучший возраст в моей жизни. Ну, на самом деле, может быть, кому-то с годами приходит мудрость, надеюсь, и мне в том числе. Но я вот пару лет назад, наверное, поняла, что самый прекрасный возраст для меня лично здесь и сейчас. То есть это 30 плюс. Почему? Потому что я уже отучилась, у меня есть образование, у меня есть жизненный опыт, потому что я много чего видела, много с кем общалась, столько вообще выводов, столько всего. И на основе этого, конечно, колоссальная работа проделана у меня над собой. Плюс ко всему, у меня есть дети, у меня есть крыша над головой. И я понимаю, что я очень много фундаментального, классного в своей жизни совершила. При этом я взрослая, но не старая, у меня там ничего не отваливается. Я могу пойти куда хочу. Я могу высказать свое мнение, как хочу. Мне не нужно за мамину юбку держаться. Поэтому вообще самый классный момент, вот он здесь, сейчас был, есть и будет. Мне кажется, самый такой прекрасный возраст — это вот с рождения и до совершеннолетия, то есть до 18 лет, когда у тебя нет никаких таких серьезных проблем, их решают твои родители. Тебе остается только учиться, играть, кушать и спать. Ну, самый прекрасный возраст, по моему мнению, это юность, это молодость. В это время человек полон силы и энергии, он готов идти вперед, он не боится трудностей. И ошибки, которые он совершает, возможно исправить в силу
наличие какой-то жизненной энергии, стремление достичь всего и познать весь мир. Самый прекрасный возраст. Многие говорят, что самый классный возраст – это именно пора студенчества, когда ты учишься уже в каких-то высших заведениях или в колледжах, и вот как-то крутишься, как-то живешь свою жизнь, там вроде как и активности много, и друзья новые, и учеба тебя поедает. Вот. Я пока не знаю. Лично мне кажется, что пора студенчества – это для многих пора сепарации от родителей, пора взросления, принятия ответственности чисто за себя и свою жизнь, да, потому что там уже многим исполняется 18. Вот. И, как по мне, это довольно сложный период. Поэтому я считаю, что самый прекрасный возраст – это вот уже после этого, когда ты финансово стабилен, когда ты действительно живешь в свое удовольствие. Сколько это там лет? Ой, господи. 25? 25-30, наверное, самый такой прикольный возраст. Как по мне. Наверное, все-таки самый прекрасный возраст был, наверное, в молодости. Наверное, я бы сказала, может быть, 25-35. Когда, вы знаете, у вас жизнь бьет ключом, все воспринимается довольно легко, довольно просто. У тебя, ты полон энергии, ты понимаешь, что у тебя вся жизнь впереди, тебе кажется, что тебе подвластно все, что тебе дается все. Вот лично у нас этот возраст проходил на ура, просто куча энергии, куча возможностей, и кажется, что тебе подвластно просто все. Поэтому, мне кажется, все-таки самый лучший возраст – это молодость. Не детство даже, а именно молодость. Когда действительно у тебя просто эмоции, жизнь тебя бьет ключом. Это, наверное, самое лучшее время. Оттуда, мне кажется, лично у меня больше всего воспоминаний. Даже не из детства, а именно из молодости. Что делать людям, у которых день рождения 29 февраля? У меня есть такой друг, и на самом деле я считаю, что это очень забавно родиться именно в этот день. Но что делать? Люди, скорее всего, просто... как мой друг, он празднует просто 1 марта. Невысокосный, или я путаюсь, какие высокосные, какие невысокосные. Короче, он просто празднует 1 марта, а когда у него 29 февраля выпадает день рождения, то, естественно, 29-го. Насколько я знаю по статистике, люди, рожденные 29 февраля, очень часто их родители переносят и записывают датой рождения 28-е все-таки. Как бы не хотелось отмечать, если честно, день рождения один раз в 4 года. Поэтому, насколько я знаю по статистике, люди, рожденные 29-го, обычно меняют свой день рождения на более раннюю или позднюю дату. Людей, которые рождены 29 февраля, если честно, по своей жизни, я пока еще не встречала. Что делать? Ничего не делать. Жить. Празднуйте на день позже. На день раньше праздновать нельзя. Вам просто более старшее поколение не даст этого сделать. Они скажут: умрешь рано. Поэтому празднуйте на следующий день. То есть, если у вас день рождения 29-го, то празднуйте 1-го. Не будете всем шутить, что на месяц опоздали. Задержались, организация праздника, дела, все дела. Насколько я знаю, насколько мне кто-то там, по-моему, из учителей говорил, что если родители умные,
то они запишут дату рождения своего ребенка либо там 28 февраля, либо 1 марта. Вот. Так что я думаю, что изначально, когда дитё рождается, то, 29 февраля високосный год, то у него изначально записывают дату рождения другую в свидетельстве о рождении. А что им делать? В принципе, так же и продолжать жить, отмечать, радоваться жизни. Все по-разному реагируют на свои дни рождения. Я думаю, неважно, какого она числа, например, даже если в праздничные дни, да, хоть, как говорится, хоть ты и тот отмечай, и два сразу события вместе, поэтому я не вижу здесь ничего такого прям специфического. Этот вопрос лучше всего задать их родителям. Они могли что ли подождать чуть-чуть. Или раньше, или позже. Но если серьезно, что им остается? Отмечать либо на следующий день, либо перед. Хотя есть такая тенденция, что человеку часто приедается то, что он делает часто. Для каждого человека часто проявляется по-своему. Для некоторого часто это раз в день, для некоторого раз в месяц, а для некоторых раз в год. Возможно, кому-то доставляет огромное удовольствие праздновать свой день рождения раз в 4 года. То есть, когда бывает 29 февраля в високосный год. Оно просто не приедается. И тогда для человека это действительно праздник. Тут уже для каждого свое, на каждого суд и усмотрение. Ничего, просто 29 февраля не существует. Не унывать, что делать. Это жизнь. Насколько вообще, знаете, кто 29 февраля рождается, в большинстве случаев их не записывают на 29 февраля, чтобы как-то они себя полноценно в этой жизни чувствовали. А так, не унывать, что теперь. Я, кстати, знаю девочку, которая со своим будущим мужем познакомилась 29 февраля, и они потом 29 февраля поженились. И, то есть они годовщины празднуют только 29 февраля. Мы нашли свою фишку и радуются. Брать и отмечать. Раз в 4 года, если вы имеете дело именно об этом, что как им отмечать, раз в 4 года и отмечай. В чем проблема? На самом деле это решение ваших родителей, да, то есть решение родителей, когда ребенок рождается, если 29 числа, зачастую они думают, как же его записать. Записать все-таки 29-м или, как предлагают акушеры-гинекологи, 1 числом, да. Я сама была в этой ситуации, да, то есть в этом году у нас високосный год, и да, я была беременной, была в роддоме и очень сильно боялась очень сильно 2 даты. Сначала я боялась 23 февраля, то бишь родить девочку 23 февраля, так как у меня госпитализация была 19-го. Я боялась. Как говорится, пронесло. А потом наступает новая дата, 29-е. И у нас там такой тишь, все были в такой тишине, то есть все боялись. И как раз-таки, к чему это все рассказываю, да, что началась именно эта тема, все стали обсуждать, все стали рассуждать. То есть этот процесс непредсказуемый, и как мы можем на это повлиять? Никак, да, то есть если началось, значит началось. Все, новая жизнь рождается. Но и новая жизнь не может решить, что там у них 29-е, подожду-ка я 1-е, да, или там же завтра же 29-е, начну-ка я сегодня 28-го, да, то есть ребенок об этом вообще не думает. Он просто физически, биологически у него заложено, что надо здесь и сейчас, это у нас календарь, да, а в природе-то его такового нету. О чем я это говорю? Что даже одуванчики. Мы каждую весну наблюдаем одуванчики. Таких примеров очень много. Наблюдаем, например, одуванчик. Он зацвел такого-то числа в мае. Но это же не говорит о том, что в следующем году именно в этот же день, в это же число опять зацветет одуванчик. Нет. Или дождь проливной. Сегодня прошел дождь. Да?
Сегодня такое-то число. Через год именно в этот день должен опять пойти дождь? Ну нет же. То есть это все природно. Поэтому как я лично отношусь к данному вопросу? У меня есть пример 2 девушек, когда я училась по студенчеству. У них у обеих был день рождения 29 февраля. Но одна девушка была записана в паспорте 29, а другая девушка была записана 1 марта. И они обе всегда отмечали 1 марта. Ну, то есть день рождения считали себе 1 марта. То есть, на документе написано 29, а ну нафиг, пофиг. То есть, все, она и отмечает 1 числа. Что касается меня, я решала тоже, что если что, то в 29-м так и запишу. Хотя вот внутренне так не хотелось. Ну как вот человек раз в 4 года, день рождения, да, то есть. А с другой стороны, смотря как на это посмотреть. Если посмотреть на это с позитивной точки зрения, то это же круто. То есть ты не такой, как все, да, то есть количество людей, рожденных в одно число, гораздо больше, потому что каждый год это повторяется. А количество людей, рожденных именно 29 числа, то есть, сами подумайте, 29 число февраля – это раз в 4 года, а значит в 4 раза таких людей меньше на всей планете. Значит, они чем-то отличаются. В общем, я решила записать, что если что, запишу 29 числом. Но нас эта дата миновала, мы родились утром 1.